Приветствую всех вас, мои дорогие друзья, на просторах моего YouTube-канала, где, как вы знаете, я с огромной радостью делюсь с вами самыми интересными, на мой взгляд, блокчейн-проектами, об одном из которых я уже упоминала в своем предыдущем выпуске, и говорю я сейчас о GuildFi, платформе Web 3.0, которая, я напомню, направлена не только на расширение всех игровых возможностей сообществ, но и помогает находить кураторские игры и помогает при этом самим создателям игр находить подходящую заинтересованную аудиторию игроков для запуска своих игр. Кстати, просмотреть мой предыдущий выпуск о GuildFi вы можете сразу после этого выпуска, так как данная часть предназначена лишь дополнить и не без того уже имеющийся материал и продемонстрировать вам топ-5 интересных игр NFT по версии GuildFi в 2022 году, среди которых вы легко можете встретить как Hyperion, Crypto Raiders, Cyball, Ascendes и Mavia, узнать более подробно о которых, собственно, я предлагаю вам прямо сейчас. Поэтому ставьте лайк этому видео и смотрите его до конца. И начну я, конечно же, с Hyperion, игры, которая была вдохновлена классическими играми, среди которых мы можем встретить Black and White, Populous и SPO, что, как по мне, уже звучит неплохо. Что же касается самой игры, то ее планеты населены милыми маленькими пухлыми существами, известными как дуды, которые будут поклоняться вашим божественным деяниям. Что это значит? Это значит, что в Hyperion вы, как игрок, сразу становитесь богом в мистической и разнообразной вселенной. Поэтому, имея при себе достаточное количество последователей Дуда, игрок может проявлять свою божественную волю в виде полностью управляемого аватара, который он может использовать для участия в бою и исследования тайн вселенной Hyperion. Примечательно, что планеты – героические апостолы Дуды, естественные и созданные Дудом, планетарные чудеса. Среди других эпических предметов все это невзаимозаменяемые токены NFT, которые можно обменять на публичных рынках. Да и вообще, используя загадочные структуры Идин, которые разбросаны по всей галактике, игроки смогут направить свои божественные силы на создание различных невероятных стихийных чудес для роста и развития своих планет. Что, как по мне, уже звучит крайне интересно. Кстати, от игры не так давно стал доступен новый тизер, в рамках которого происходит демонстрация боя, в ходе которого игрок одерживает победу. Как по мне, игра выглядит очень лаконично и графически красиво. При этом акцентирую ваше внимание на то, что доступна она как на ПК, так и на смартфон. Плюс это free-to-play игра, познакомиться с которой более подробно я предлагаю вам уже прямо сейчас, по ссылке, указанной в описании. А пока я с радостью готова вам представить следующую игру под названием Crypto Raiders. Отмечу, что это Utility-Based NFT RPG игра, которая представляет собой сканер подземелий, основанных в сети Polygon. То есть в рамках Crypto Raiders вы сможете легко нападать на подземелья, побеждать врагов, зарабатывать добычу и возвращаться при этом на родину победителем. Более того, в рамках игры вы также можете участвовать еще и в дуэлях, повышать свой уровень за счет сборки и владения своими игровыми активами, какие выражены в токене Raider и представляют собой общую экономику Crypto Raiders. Однако стоит учитывать, что для начала игры вам понадобится иметь хотя бы одного себе NFT персонажа, купить которого вы можете прямо на OpenSea, что, как по мне, удобно. Кстати, на момент записи этого видео токен Raider оценивается уже в $1.63, что, как по мне, очень здорово. Так что, дорогие друзья, кому приглянулась данная игра, welcome в описании. Ну а я двигаюсь дальше, так как на очереди вас ждет следующая, не менее интересная игра, которая называется Cyball. Как вы уже догадались, это игра на футбольную тематику. Основана она на NFT-модели по принципу «играй и зарабатывай». При этом, как и в любой другой игре, вам необходимо будет испытывать все свои имеющиеся силы против других игроков, которые могут быть абсолютно с любого уголка нашего необъятного мира. А значит, побеждая их, вы сможете легко и быстро подниматься по рейтинговой таблице на самую вершину победителей. Однако для этого вам необходимо будет собрать свою команду из C-Blocks, прокачкой которых, собственно, вам и нужно будет заниматься по мере игры для осуществления поставленных целей. Что же касается других деталей и особенностей игры, то, как мы видим, изначально данная игра была запущена в Binance Smart Chain, а теперь доступна она еще и на Solana, что, я думаю, обрадует очень многих потенциальных игроков. Одним словом, переходите по ссылке и знакомьтесь с Cyball более подробно, уже и самостоятельно.
Ведь дальше я хочу познакомить вас с новой научно-фантастической ролевой игрой, с открытым миром и полностью децентрализованной экономикой, управляемой игроками, да и еще на базе блокчейна Avalanche. И как вы уже заметили, называется данная игра Ascendas. Уверена, многие из вас уже что-то да где-то о ней слышали, так как игра сочетает в себе богатую среду открытого мира, собственно, которую игроки и смогут свободно исследовать, открывая раз за разом для себя новые земли, скрытые подземелья и прочие редкие ресурсы. При этом, как вы уже возможно догадались, в подземельях полно врагов, заполнивших эти территории, от которых вам и нужно будет очистить их, прежде чем сообщество сможет начать строительство своих угодий, например, таких как перерабатывающие заводы, конюшни, магазины, больницы и ратуши, каждый из которых позволяет создавать и улучшать имеющиеся предметы и объекты игры, заставляя при этом игрока быть максимально избирательным и думать, прежде чем выбирать объекты для постройки. Что же касается экономики самой игры, то она здесь децентрализована, то есть игроки сами имеют полный контроль над спросом и предложением и могут торговать ресурсами со всего мира для того, чтобы впоследствии создавать себе новый, необходимый им предмет, что, как по мне, опять-таки звучит крайне здорово. А что по этому поводу скажете вы? Напишите свои мысли на этот счет в комментариях. Ну а я, с вашего позволения, перейду к пятой, замыкающей наш сегодняшний топ-5 NFT игр 2022 года игре, которая называется Heroes of Mavia. И да, Heroes of Mavia – это многопользовательская стратегическая онлайн-игра, основанная на блокчейне Ethereum, в рамках которой игроки смогут использовать всю свою имеющуюся армию для того, чтобы победить своих врагов, которыми являются другие игроки. По сути, ваша задача – выиграть бой для того, чтобы заработать себе как можно больше криптовалюты, за которую впоследствии вы сможете не только покупать, арендовать, но и сотрудничать с землевладельцами, чтобы построить в будущем базу и получить по итогу еще больше наград, сражаясь с другими более сложными базами, построенными другими игроками по всему миру. Не знаю, как вам, друзья, а мне уже крайне интересно погрузиться в мир Mavia и попробовать на деле все ее игровые приемчики и стратегии. Если и вам тоже, то, как говорится, не стесняйтесь и переходите по ссылке, указанной в описании, и знакомьтесь с Heroes of Mavia уже прямо сейчас. Тем более, что сама игра доступна как в мобильной, так и версии для ПК, что, как по мне, звучит опять очень круто. Возвращаясь же на просторы GuildFi, напомню вам, что данная метавселенная является оплотом для сотен игр и проектов, с помощью которых вы сможете не просто весело проводить свое время, но и при этом неплохо зарабатывать. При этом вы легко можете ориентироваться по доступным категориям, выбирать для себя бесплатные игры, NFT-игры, а также выбирать для себя подходящие гильдии для запуска, собственно, как и их сектора, какие соответствуют вашему стилю игры. Одним словом, дорогие друзья, обязательно переходите по ссылке guildfi.com, ну и, конечно же, не забывайте подписываться на все их официальные социальные ресурсы, так как именно там вы можете всегда найти новую актуальную информацию, узнать о каких-то обновлениях, ну или просто стать частью их большого активного комьюнити. В общем, все ссылки вас уже ждут в описании. Ну а я, как всегда, благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до своего следующего выпуска, который выйдет на моем канале уже совсем скоро. Так что подписывайтесь на мой канал и не забывайте активировать колокольчик, чтобы одними из первых узнавать о самых актуальных публикациях. А пока желаю всем вам хорошего дня, удачи и пока-пока!